Приветствую вас, путешественники! В этом видео я хочу рассказать о моей мотопоездке по северу Вьетнама на границе с Китаем. Мне, проехавшему весь Вьетнам с крайней точки юга до крайнего севера, эта часть страны понравилась более всего. Сравнивая с популярной туристической Юго-Восточной Азией, это как другая планета с уникальной природой и уникальными местными горными народами, которые живут традиционным укладом жизни. Я покажу вам самые лучшие локации этого региона, передав свои эмоции и впечатления, чтобы зарядить вас на поездку сюда. В конце видео я расскажу рекомендации, как спланировать путешествие, чтобы получить лучшее эмоциональное блаженство от этого сказочного и таинственного уголка планеты. Вот с этого прекрасного места кукурузное поле, рисовая терраса и великолепные виды известняковых гор я начинаю свое северное путешествие по Вьетнаму вдоль границы Китая. Здесь не будет каких-то конкретных маркеров, каких-то супер достопримечательностей, которые стоит посмотреть. Главная достопримечательность – это дорога. Дорога, окруженная вот этими великолепными видами, а также водопадами. Я очень долго ждал этой поездки, я объехал весь Вьетнам с юга на север и наконец-то здесь, и я счастлив. Ну и кроме великолепных живописных пейзажей по пути моего следования, второе, что мне интересно, это, конечно же, люди. Как я буду с ними коммуницировать, о чем я буду с ними общаться, что я буду есть, чем меня будут угощать, такое уже было, я расскажу подробно. В общем, чем мне нравится этот трип, то что он не такой туристизированный, сюда добираются очень редкие туристы, но при этом это что-то невероятно красивое, и я чувствую себя каким-то таким первопроходцем, Колумбом, и от этого у меня еще больше интерес изучить эту местность. Условно мой маршрут сейчас вы видите на карте. Начал я его с водопада Ban Geoc и закончил в городе Хазианг. Вьетнамцы называют весь северный регион Хазианг, хотя Хазианг на самом деле город, с которого просто заканчиваются горы и начинается более равнинная местность. Дожди были неотъемлемым спутником моего путешествия. Оно проходило в июне. Пошел огромный ливень, я застрял в богом забытом селе во Вьетнаме. Но, как я и говорил, у них нету богом забытых сел или городов, у них все живое. Но самое интересное, как поменялись цены. Я заказал пиво из бочек, не покупное, не какой-нибудь там Сайгон или Хенникен. И как я удивился, когда мне принесли чек. Бокал пива стоит 10 тысяч донгов. Это меньше, чем $0,5. Это около $0,35. И это не просто где-нибудь там оптом, когда берешь на разлив. Это цена в кафе, в баре, где собирается молодежь, тусуется, что-то обсуждает. Ценами я очень доволен, и люди такие интересные. Это совершенно другое, чем когда ты путешествуешь по туристическим местам типа Хана или там Халонга. Местные люди, увидев белого туриста, кинулись меня угощать всякими вкусностями местного производства, а также расспрашивать. Особенно мне понравилась вот эта запеченная маленькая перепелка. Она на вкус интересная, а также я заказал себе местную свинину с манговым соусом. 5:30 утра. Караоке, ё-мать его. Перемешивается вместе с пением петухов. Причем я всегда стараюсь отели снимать подальше от дорог, чтобы не слышать шум машин. Меня раздражают машины, особенно когда дождь и фуры едут и прям шумят утром. Но это какая-то карма. Снял подальше от дороги, а тут в 5:30 утра на всю катушку караоке. Но надо отдать должное, 5:30 утра это не 4 утра, как на Яве, когда начинают призывать на молитву. Поэтому, в принципе, пару часиков поспал и в дорогу.
Итак, друзья, первая достопримечательность – это водопад Банджок Waterfall. Он находится на границе с Китаем. Река разделяет Китай и Вьетнам. Вот на той стороне Китай. И уникальный он тем, что это самый широкий во Вьетнаме водопад. Его ширина 300 метров. Также он делится на два водопада. Основной и вспомогательный. Вспомогательный славится не сколько своей шириной, а сколько высотой. Высотой он 30 метров. Ну, естественно, самый лучший, самый красивый – это основной водопад. Чем мне нравится этот водопад? То, что в отличие от других вьетнамских, его не успели изгадить. Не поставить каких-то аттракционов или статуй каких-то для фотографий, или какой-то стеклянный мост и брать там 500 тысяч донгов за вход. Нет, ты приходишь сразу на водопад. К нему идет обустроенная дорожка, немного торговли. Стоимость 40 тысяч донгов. Также к самому водопаду можно подплыть на вот таких лодочках. Стоимость подплытия 50 тысяч донгов. Но я не хочу быть мокрым. Я и так его хорошо вижу и наслаждаюсь им. Помимо развлечений для туристов, водопад Банджиок является центром паломничества многих буддистов. Здесь в горах разместилось множество буддийских храмов. Зрительно наслаждаясь великолепием этого водопада до конца дня, ночью я застал лазерную подсветку с китайской стороны. Мне это очень понравилось, и я смотрел на это великолепие более часа. Ночевать я остался в традиционном каменном доме, коих очень много вокруг водопада, а также утром поехал в пещеру. Спалось очень круто, проснулся под пение птиц. Шикарно. В 10 минутах езды от водопада Банджиок есть вот такая потрясающая пещера с подводным водопадом. Стоимость ее 45 тысяч, но можно взять отдельно тур за 195 тысяч и пройтись более глубокими маршрутами, даже с элементами спелеологии. Я взял обычный тур посмотреть, мне очень нравится, что здесь нет туристов, и если вы путешествуете на эти водопады, так далеко заехали, ну, must have посетить пещеру, когда она так близко от вас. Мне очень нравится. Пещера довольно высокая. Вот я сейчас нашел единственных туристов. Посмотрите рост туристов и высоту пещеры. Кульминация обзора пещеры – это вот такой красивейший сталактит. Он выполнен в форме лотоса, природой создан. И я сейчас снимаю без петлички специально, чтобы вы услышали мощь реки подземной, которая протекает вдоль всего вашего странствия по экскурсии этой пещеры. И вот мне дали такое обмундирование. Чувствую, будет грязно и мокро. Я уже слышу шум подводного водопада и в предвкушении посмотреть на это великолепное чудо природы. Подводная река, я к ней уже могу прикоснуться и иду вдоль ее следования. Слушаю ее шум, приятная атмосфера. Второе, эта пещера гораздо более выше и гораздо более больше. И третье, тут встречаются супер неимоверные классные достопримечательности. Например, этот каменный водопад из каменных образований, но тем не менее по нему полностью стекает вода. Это придает ему такой блескости, скользкости. Ну и на самом деле это действительно водопад подводный. Это одна из самых ярких достопримечательностей пещеры. Две вот такие писи. Это является символом вьетнамской мужской силы. И тут еще есть две маленькие вагинки. Вот одна вагинка и вот вторая. И эти вагинки смачивают писи, чтобы проходило нормально. Водичка не теплая. Пещера реально очень больших размеров. Мы уже ходим 1,5 часа. Если честно, я уже замерз и устал. Конечно, меня вот эти все красоты вдохновляют, но надо готовиться к этому основательно. Сходить в туалет, поесть, я не знаю, неопреновых носков взять, потому что это целый подземный город, целое подземное царство, а не просто пещера туристическая.
Север Вьетнама – это какая-то сказочная планета. Я не перестаю восхищаться каждым уголком, каждым поворотом, каждым метром его. Вот эти горы в форме пирамид, такие острые, это что-то невероятное. Я не представляю, как их природа создала, но это настолько красиво. Я создал тысячи фотографий, тысячи видео. Не знаю, как я их отсортирую, но это невероятно красиво. Друзья, великолепная локация, меня просто переполняют эмоции. Вот эти лужайки и вот эта гора с отверстием называется Angel Eye, глаз ангела. Тут просто невероятно красивый, великолепный пейзаж. Я счастлив. Я тут почитал, оказывается, эта скала внесена в список наследия ЮНЕСКО. Меня просто переполняют эмоции, у меня аж руки трясутся, я сейчас на дроне буду летать. Какая это красота невероятная. Итак, друзья, я уже налетался, нафотографировался, нафоткался в этой прекрасной локации с горой, которая называется Глаз Ангела. Что вам сказать? Приезжать сюда нужно пораньше, а не так, как я к концу дня, чтобы провести здесь минимум полдня. Потому что тут есть кафешки, тут есть разные барчики, можно кататься на сапах. В общем, все развлечения вот с этой прекрасной природой. Озер здесь на самом деле очень много. Я на дроне полетал, это малая лишь часть того, что я могу увидеть своими глазами. И по ту сторону, и по ту есть озера, и по ту. Тут таких мест шикарных просто уйма. Единственное, что вот эта скала, единственная с пещерой внутри, посередине, да, она уникальная. А так, тут за какой только куточек, угол не зайдешь, тут везде такие красивые места. Я счастлив, и я, наверное, здесь до темна останусь, потому что я ради этого ехал полдня и хочу это впитать полностью. Сейчас путешествую по самому крайнему северу Вьетнама, на границе с Китаем, и тут вот такие красивые панорамные виды. Здесь я катаюсь, потому что тут интересные крученные дороги. Живет совершенно другая нация, не вьетнамская. А также посмотреть эту красивую природу вдали от туристов. Горы невероятно насыщенно зеленого цвета. И звуки природы – это мелодия души. Очень много всяких цикад, птиц. Вот послушайте, я сейчас без петлички. Прокладывая свои маршруты от достопримечательности к достопримечательности, я выбирал не самые быстрые дороги. Наоборот, я выискивал извилистые дороги с большими высотными перепадами, потому что это наслаждение для того, кто путешествует на мотоцикле. К счастью, север Вьетнама обладает множеством похожих дорог, и на две самые извилистые я вам дал локации. Путешествую, друзья, неимоверно красивые зеленые локации. Ты постоянно спускаешься вниз, вверх, вверх, вниз. И постоянно перемена пейзажей красивейших. Супер просто. Дорога к реке каньону великолепная. Постоянно меня сопровождают вот такие красивейшие виды зеленых гор. Особенно солнце вышло, и эти горы еще и елки содержат. После перевала дорога кардинально поменялась. Во-первых, мы спустились ниже к уровню моря. Во-вторых, известняковые скалы заменились глиняными холмами. И вдоль всего моего путешествия меня сопутствует вот такая красивая река. По дороге к реке каньону меня сопровождают вот такие красивейшие виды. Очень красиво, хвойный лес, лиственный лес, пение всяких птиц, пение всяких жучков, сверчков. Очень нравится. В общем, я в такие дебри загреб, потому что точка достопримечательности – это просто географическая точка реки. А смотреть эту реку нужно с другого совершенно ракурса, с другой Google точки.
И я вот проехался по этим горам. Это довольно-таки опасное место, потому что ни перил, ни заграждений, ничего. Ты просто едешь над обрывом. Слава богу, я оттуда выбрался. Повторять такое я не хочу. Непонятно, какое село. Самая экстремальная дорога в моей жизни. Горы, обрывы. Не знаю, как сейчас буду возвращаться обратно. И тут живут дети, но они какие-то пуганые, не как обычно. Вот я к ним подхожу, а они начинают убегать. Как будто я их съем. Чтобы понимать суть экстрима, в какую дыру я заехал, вот такая узенькая дорожечка, может быть 1,5 полосы. Тут сразу идет обрыв, огромный обрыв и горы. И вот я по Google картам сюда ехал, но было 600 отзывов, думаю, ну раз 660 отзывов, все окей, там будет все в порядке. Вот такая дыра. Я сейчас нахожусь возле замечательной, красивой, великолепной реки под названием Сон-Нхо-Кве. Изюминка ее в том, что она протекает через красивейший каньон с очень высокими горами, и это очень красиво наблюдать. Также вода спокойная, и она отображает, отзеркаливает вот эти зеленые, зеленейшие горы. Когда я сюда ехал, на картинках вода должна была быть бирюзовая. Может, какой-то сезон она и бирюзовая, но я ее встретил зеленой, что тоже очень красиво. Но дорога сюда не из легких. Я спускался по жесткому серпантину, он наполовину с грязью, наполовину с камнями, наполовину с асфальтом. Поэтому нужно быть аккуратно, одевать бахилы, либо какие-то еще водонепроницаемые ботинки. Стоимость катания на этих лодочках стоит 120 тысяч донгов. И вы катаетесь в группе. В принципе, очень хорошая прогулка, поездка. Я доволен, особенно вкушая вот эти все красивейшие горы. И также по пути следования лодки есть водопады. Вот они, дети хмонгов. Работящая нация. Вот у них тележечки для работы. Детки работают. Вот. Приучаются с детства носить тяжести. Это дети хмонгов. Они работают с самого детства. Вот у нее специальный инструмент, она косит траву и потом на таком ведерке эту траву носит. Это у них в традициях. Они используют детей, дают таким образом им задания, и это часть их воспитания. По лицу их не видно, что они счастливы, но такие у них традиции. Единственное, что я видел потом, старые бабушки и старые дедушки ходят горбатые, когда им много лет, потому что они носят детей, траву, ветки, там кукурузу, и из-за этого всего, наверное, у них сколиоз там или какой-нибудь кифоз. Как-то так. You're very nice! Я нахожусь на достопримечательности, которая называется Лунг-Ку флаг-поинт. Это флагшток, установленный на горе высотой 33 метра, но в принципе он сам по себе не является какой-либо достопримечательностью. Но это маркер самой крайней северной точки Вьетнама. И дальше уже только Китай. Вот там уже Китай. И я счастлив, что я проделал этот путь, я проделал весь свой северный путь, и хочу сказать, что это было самое грандиозное мое путешествие за все время пребывания в Вьетнаме. Я проехал Вьетнам, начиная с юга Фукуока и до самой крайней точки севера. И скажу, что северный Вьетнам на границе Вьетнама — это настолько замечательное приключение, это просто какой-то кайф, экстаз, блаженство, нирвана, все вместе. У меня нет слов выразить свои ощущения от этого путешествия. Ни дроном, ни словами, ни айфонами красивых картинок. Это нужно просто почувствовать. Путешествуя по этим дорогам, наслаждаясь этими красивыми видами дорог, я просто
пребывал в таком состоянии, что каждый раз много видов я смотрел, у меня аж слезы выступали от этой красоты. Поэтому я счастлив, что я прошел этот путь. Я рекомендую каждому пройти север Вьетнама. Естественно, очень надо подготовиться, чтобы это был недождливый сезон и хороший байк. Еду по горам в сторону Сапы. Виды неимоверно красивые. Единственное, что когда дождь, образуется иногда слишком много дымки, и эту всю красоту ты просто не видишь. Ограниченная видимость. Но когда тучки расходятся, или когда они расходятся и остаются только на поверхности этих прекрасных гор, это невероятно красивые, замечательные виды. Я нахожусь в дворце короля Мяо. Это был лидер хмонгов. Хмонги – это население, которое живет высоко в горах. Дворец выполнен вот в таком вьетнамско-китайско и немножко французском стиле. Ну, я не скажу, что тут очень все роскошно. В общем, дворец довольно-таки бедненький. Если особенно сравнивать с дворцами Хуэ, то это вообще просто частный дом. Единственное, что мне в этом дворце реально понравилось, это много использования дерева в его строительстве. Я дерево очень люблю, и дворец наполовину, а может даже и на 70% деревянный. Дорога не переставала радовать своими высотными перепадами и извилистыми закрученностями. Но возле одной закрученности я увидел много хмонгов, которые поняли, что не надо всю жизнь собирать кукурузу, и прохавали тему, что фотографироваться с туристами в национальных костюмах, продавать всякие цветочки и плести косички – это куда лучшее дело с большей добавленной стоимостью, чем просто носить тяжелую траву на спине. И это радует. Начался какой-то сильный дождь, и я решил остановиться. На сегодня уже все, никуда не ехать, потому что 5 часов. И начинал искать отели. Увидел в одном месте прям какое-то жуткое скопление отелей. Думаю, о, если отелей много, значит есть выбор и цена. И приехав в этот город, я удивился. Тут все дома вот такие глиняные, выполнены из глины. И мне стало интересно, что ж это за город. Я сарендовал в таком глиняном домике себе отель. Цена, в принципе, такая же, как и везде. Вот этот стоит 280 тысяч донгов. Но я даже увидел надписи, что якобы это село, Виллидж, включено в список наследия охраны ЮНЕСКО. Так что будем изучать этот локейшн. Так я проснулся в этом традиционном доме этнического меньшинства хмонги. Скажу вам, что спал я здесь отлично. Такая тишина, такое спокойствие, супер классные дома внутри. И в отличие от просто деревянных домов, иногда, когда дома делаются из дерева, у них есть какой-то такой специфический запах. В этом же доме нету специфического запаха. Мне очень понравился. Дом теплый, спал без кондиционера. В общем, это хороший экспириенс, я рекомендую. А зачем вообще я ехал в это село Куанба? Потому что здесь есть две достопримечательности. Это Куанба Heaven Gate, красивый вид, и горы-близнецы. Но, к сожалению, я сейчас в сезоне дождей, дымка, ничего не видно. Поэтому, если рассосется, к тому времени, как я покину это село, я посмотрю этот вид. Не рассосется, буду следовать дальше. Потому что вид здесь на каждом повороте. Отдельно хотел сказать про хмонгов. Это меньшинство этническое, которое расселилось в горах. Они исповедуют религию предков и религию природы. Они заселяют, кроме Вьетнама, также горные районы Китая, Таиланда и Мьянмы. И, как я говорил, у них есть часть воспитания детей. Это когда дети с самого раннего возраста выполняют всякие задания, работу и помогают родителям. Ну, как бы с точки зрения труда детей это не ок. Но с точки зрения традиции я вижу, сколько у них много детей. И нация
до сих пор сохранилась, несмотря на всякие войны и тому подобное. Так что хорошая ли это модель семьи? Ну, учитывая, что детей много, хорошая. Как живут эти дети, если у них детство, но они по-своему счастливы смотрят на эти виды. Но я вам скажу, что посмотрев, как эти дети работают с самого, я не знаю, со скольки там, с 3 лет, я стал больше благодарным своим родителям. Да, у меня не было приставки Sega Mega Drive, но у меня была Dendy. Это лучше, чем носить кукурузу в гору босиком по грязи. Население хмонгов в основном занимается сельскохозяйственной деятельностью. Выращивают кукурузу на склонах гор, а также выращивают рис. И благодаря тому, что эти хмонги выращивают рис, я могу наблюдать красивейшие виды рисовых террас на уклонах гор. Это супер просто красивое зрелище. Также хмонги носят яркие красочные костюмы. И в основном это население, конечно же, бедное. Живет в таких домах, я бы сказал, вот этот дом, что я живу, традиционный глиняный, это больше показуха. Это село, где все вот такие глиняные дома, он даже занесен в список защиты ЮНЕСКО. А в основном это деревянные палки, какой-то невзрачный серый кирпич и какая-то серая черепица. Вот так люди живут. Вот приехал на Heaven Height Viewpoint и ничего не видно. Подожду 5 минут, может дым рассеется и поеду дальше. Ну, так бывает. Ну что, друзья, заканчивается северное путешествие на границе с Китаем, городом Хагианг. Дальше уже идут более долинная местность, вдоль которой течет река. Горы уже не такие высокие, они больше холмы, чем горы. А если горы невысокие, то нет уже этих красивых рисовых террас, и виды совершенно уже другие. Я не скажу, что это некрасиво, это очень красиво, но это не так захватывает дух великолепными ландшафтами, чудом природы. Что хотел вам еще напоследок сказать. В Хагианге, где заканчиваются вот эти рельефы, существует очень много мотобайк-роад-трипов. Это когда собирается большая группа, 20 человек, вьетнамцы управляют байком и садят европейцев сзади за собой. И я прям их встречал по пути следования всего своего маршрута. Их прям скопление очень большое, практически на каждом вьюпоинте их есть скопление. Так вот, если вы хотите себе испортить путешествие по Северному Вьетнаму, то присоединиться к этой группе – это самое правильное решение. Это худшее, что может быть, взять этот тур. И я объясню почему. Первое, потому что байк для меня – это в первую очередь свобода. Ты рассекаешь дороги, где хочешь останавливайся, смотришь на каньон или на водопад столько времени, сколько ты хочешь. Паркуйся где хочешь, ночуешь где хочешь. В этой группе ты же берешь ее там тур, 2, 3, 4 дня, есть разные туры. Ты остановился на вьюпоинте, и тебя либо подгоняет гид, говорит, все, время закончилось, едем дальше, и собирает всю группу. Либо ты ждешь, пока каждый выпьет кофе, каждый сходит в туалет, каждая девушка накрасится, каждый потеряшка найдется. В общем, это крайне неприятно. Теряется смысл мотопутешествия, байка, наслаждения дорогой. Второй момент и самый важный момент. Ты не останавливайся там, где ты хочешь. Ты останавливайся только по тем вьюпоинтам, где предусмотрено этим маршрутом. И я, например, еду по дороге, я вижу, как кто-то торгует манго, торгует арбузиком. Я просто хочу остановиться, сказать, порежьте мне арбуз, и есть арбуз с видом на вот это все великолепие. Или манго там, или карамболь, неважно. А в туре ты постоянно едешь. Третье, самое вообще то, что мне не нравилось, и то, что мне даже портило путешествие. Все этот мототур из 20 человек, они едут на мотобайках в основном по 2 человека. Так как дорога постоянно вверх-вниз, вниз-вверх, мотобайки при подъеме, нагруженные наверх, естественно, выдают кучу выхлопного газа, потому что горючка сгорает,
И ты постоянно едешь в смоге и в дыму. Для меня же мотобайк это не просто только свобода, это когда ты рассекаешь просторами дорог и дышишь вот этой водой, этой рекой, этими деревьями. Особенно после дождя, когда зелень насытилась вот этим водой, и она издает такие красивые запахи. Ты это все вдыхаешь, хочешь вдыхать полными легкими, потому что это великолепные запахи. А тут же ты постоянно ездишь в Кунсткамере и дышишь этими мотоциклами. Плюс 20 мотоциклов, когда поднимаются на гору, они создают еще и шум. И ты слышишь не звуки птиц, не звуки рек, не звуки скворчков, паучков, а ты слышишь постоянно рев моторов 20 человек. Более того, эти европейцы и эти туры, они еще и постоянно, тех, что я видел, включают какую-то дискотечную музыку в этих мотобайках, ездят с флагами, махают этими флагами и создают шумовое загрязнение природы. И сами эти вьетнамцы, и сами люди. Ребята, я тоже люблю шумные вечеринки, я люблю потусить, пошуметь. Но для этого не нужно ехать в горы на север Вьетнама, на водопады подниматься. Для этого есть куча заведений в Европе, в Испании, дискотек и тому подобное. Даже в самом Вьетнаме есть куча. Если вы же едете в горы, воссоединиться с природой, посмотреть ее великолепие, зачем вы слушаете туц, тудудуц и так дальше? И самое главное, я когда еду в горы, я еду сам побыть с собой. Я хочу отдохнуть от людей, а не слушать эти все разговоры на английском, where you from, ха-ха-ха, хи-хи, окей, Майк и так дальше. Я хочу побыть один. Я ненавижу людей, я хочу быть сам в горах и смотреть вот эти тучи. А они же постоянно включают какую-то музыку дискотечную и портят тебе настроение. Поэтому 3 фактора. У вас нет свободы, вас возят как овоща по каким-то непонятным кафешкам, может хорошим, а может нехорошим, вас возят не по тем вьюпоинтам, которые вы хотите. Вы постоянно едете в Кунсткамере. И 3, вы постоянно собираетесь со случайными людьми, с которыми вы практически, может быть, на одной волне, а может не на одной волне. Это чужие люди. Поэтому, если вы не такой, как я, и сами не управляете вашим мотобайком, возьмите, переплатите там 50-100 долларов, но возьмите частного гида на вашу компанию из 2-3 байков. И ни в коем случае не присоединяйтесь к этим групповым турам.